Всем привет! У одного такая идея, конечно, опасна. Выехал я прям в сердце, можно сказать, тайги. Буду пробираться через болото, буду переплывать две реки. Еду я за окунем. Надеюсь, что будет крупный окунь. Вездеход подготовлен, загружен. Выехал я в 4 утра. Моя задача на сегодняшний день, самое главное, добраться, обустроить лагерь, обустроить быт. И с завтрашнего дня я начинаю таежную настоящую рыбалку. Вот такие вот пейзажи, просторы. Проехал где-то 30% пути. Ну, я думаю, после обеда я уже буду на месте. По закону подлости ветер дует именно туда, где течение. Здесь сразу же глубина, это не перекат. Здесь реку переплывать, дна я вездеходом задевать вообще не буду. Кстати, очень интересно, старый мост. Остались вот эти вот вбитые колонны. Здесь дорога была, она соединяла много зон. И соединяла эта дорога два разных района. Если ехать по асфальту, то около 600 километров получится. Сейчас буду делать заплыв. От берега до берега глубина. Дорога вся заболочена, еду и продвигаюсь предельно аккуратно, чтобы выжил вездеход. Нагрузки серьезные. Сейчас впереди будет еще одна река. После реки выходим на болото. По болотам добираемся до озер. Немного заплутал, сейчас буду разворачиваться. След-то видно, но это не прошлогодний след. Есть дорога там направо, к реке уходит. Сейчас буду проверять. Я сейчас еду по болоту вдоль реки, а мне надо эту реку переплыть.
Блин, пульт водой залило. Работать перестал. Трясина. Начал объезжать. А вот этот якорь пригождается мне один раз в год. Но зато вот сейчас изначально лень было. Привязал все вот эти деревья, они падают, они вообще не держатся. Якорь полметра за корни зацепился. Вообще, когда эту тему изучал, ну вот такие каналы там, как Combat Crew, да, они же там выступали и в гонках, смотрел форумы, читал. И хвалили то, что якорь сделан по уму, глубоко не топится, достается рукой. Так оно и есть. Вот на крыше ввожу, сейчас облегчило мне задачу. Тайга! Пурга! А, вон, две бестолочи. Я ухожу в лес на сквозняк до озера, а они вон там бегут. Сейчас приеду, сразу же спать лягу. Наверное, высплюсь. Осталось 2 километра по прямой. Но с такой скоростью, с которой я еду, это все затягивается. Эта дорога стоила того, чтобы сегодняшний день начался именно так, а не как по-другому. На завтрак готовлю окуня. Вчера сделал разведку, надо подготавливать лодку. Без лодки проблема. По берегу везде все заросло, все в кувшинках. Некуда забрасывать спиннинг. Буду рыбачить на дорожку. Сейчас позавтракаю и все буду подготавливать. По рыбе, так как погоду обещают плюс 30, плюс 35, но уже вот градусов, наверное, 28, это точно.
Долго мы здесь не задержимся. Надо определенное количество постараться поймать. И потом выезжаем. Соли, не соли, рыба испортится при такой жаре. Надо что-то решать, либо вечера ждать, либо ехать на второе озеро. Крупного окуня нету, он есть, но я найти его не могу, не клюет. Мелкие жиганы долбят, мелочи я не беру. Ну вот он клюет, вон прям при вас. Вот такие вот жиганчики. Так еще и заглатывают. Я потом отцепить-то нормально не могу. Замок, блин. О, нормально. Куда вот их? Сейчас буду что-то думать. Я уже все озеро проплыл. О, опять клюет. Он попался. Получше, по-моему. А такой же не ушел. Так там место такое было. Рыба кишила в опухах. Думаю, надо подойти, снять. Подошел, пропало. Вон еще один. Отцепляйся, братан. Откуда вот так заглотил? Честно говоря, я уже расстроился. До 3 часов провел на том озере. На лодке прошел полностью все по кругу. Жиганов ловил. И здесь, переехав, подобрал ключик. Посмотрите, какие дураки попадаются. Вот такие вот окуняры. Везде все в траве, в кувшинках. И что стал делать? Просто беру блесной, нахожу место, где-то коряшка. И отвесное блеснение. Вот бы сейчас еще зимних блесен небольших. В общем-то, продолжаю рыбалку. Надеюсь, что дальше все будет получаться так же. Камеру тоже взял, чтобы можно было показывать. Экшен. Вот так вот коряжник нахожу. Место, можно сказать, то, что доктор прописал. Опа, есть щука, щука. Блин, ушла, зараза. Нифига себе, щупак был прям под этим. Видели, не? Ладно, сейчас она успокоится. Сейчас сюда придем. Нифига себе. Есть, есть. О, хороший. Добрый окушок. Колется. Ай-яй-яй. Бывают еще такие моменты. Вот сейчас покажу. Вот как только вот этот звук от блесны происходит, доля секунды, и накидывается. Горбач, офигеть, друзья, там горбач. Там просто килограммовый окунь. Есть, есть. Ух ты, офигеть, смотрите, что делает. Камера была включена вроде. Да ты что, братан, не газуй. Вот это да. Вот это я понимаю. Подобрал я ключик к рыбе. Ну как вам такие окуняры? Вот это окунь. Вот это да. О. О. Обалденно. Обалденно. Таких бы 10-20 я поеду. Я понимаю, на экшн-камеру размер рыбы я не могу передать. Давайте покажу на кане. Вот кан.
Вот окунь. В таких местах, где я думал, ну вообще рыбы нету. Вот такой вот окунь. Птицу разодрали. Но это не собаки. Здесь, кстати, ворон много летает. Нет-нет, драки происходят. Одни перья. Приведи маму, папу, бабушку и дедушку. Давай, братан. Обратил внимание, когда подходишь вот с этой стороны и меня не видно, то крупняк попадается. Килограмм, наверное. Удочку бы не сломать. Ху-ху. Так. Вот он. Красавец. Вот это окуняра. Показываю, сколько наловил рыбы. У меня просто здесь запись закончилась. Флешка села. И как обратили внимание, самое интересное лично для меня в рыбалке — это подобрать способ, как поймать рыбу. И снасть-то самая примитивная, да, которая вообще на отвесное блеснение не рассчитана. Но этот ключик был подобран. И вот в этом-то весь и кайф. Практически полный кан. Причем весь окунь очень крупный. Скоро надо будет чистить. Жарко, чтобы не испортить рыбу. Пургуша он с ума сходит. Шел вот с той стороны и сейчас покажу находку. Вот здесь на дне лежит старый плот. Все утонуло дерево. Но я на экшн-камеру не покажу, не видно. Нашел избу. Сейчас прям вот онлайн, без выключения, покажу. Блин, паучары, смотрите, какие здоровые. Так, сейчас обойду. Изба утонула, сгнила. Явно, наверное, годов 20-х. Делали, скорее всего, из сушняка, который здесь, на болоте. Я уже подошел, посмотрел. Явно утонула. Вот это, продух. Он же, по идее, сверху должен быть. А смотрите, на какой высоте находится. Внутри заглянул. Так, что там у нас? От печки железо есть. Потом труба. Всякое барахло. И печку нашел. Здесь подгорело. Это не горела изба. Здесь печка была установлена. Вот верхняя часть, верхнее железо от печи. Ну, блин, это точно годов 20-х. Смотрите, металл сгнил. Так и не понял. Видать, эта дверь была. Кто-то в одного строил. У меня есть история про маленькие избушки, как один промысловик строил избы. Он 1,50 м ростом был, 1,55 м. У него проходные избы. Все вот такого размера. Но эту строил точно не он, в другом районе. Так, это скорее всего вход. Хоть и похож на окно. А вот с этой стороны нашел я печь. Печь советская, военная. Так, что там? Непонятно. Вот такая печка. Алюминий. Ну, такие вещи с тайги не тащат. Одно дело металл копать, либо на зонах собирать, а другое дело вот здесь на болотинах, где стройматериал найдешь. Что-то даже какой-то шалаш кто-то захочет соорудить, а ведь кто-то может уже в будущем, в прошлом приметил, ну, знает, что там пару железок каких-то может пригодиться. Такие вещи не забирают. Стоит себе избушка, застоит. Вот такая вот находка. Не знаю, сейчас буду думать. Полный кан окуней надолбил. Выезжать в сторону базового лагеря и, возможно, собираться в сторону дома, так как, ну, куда больше-то рыбы. Не знаю, буду смотреть. Либо еще наловить 2 кана. Один себе, один батяне. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас там в таком сильном месте окуня зацепил хорошего. Ну,
Я когда закидывал изначально, понял то, что достать будет проблема. Так и не достал. Сошел. Если полениться, ну пойти там отдыхать, чай, кофе попить, спать лечь, то рыбе все, кранты придет. Рыбу сразу же всю потрошу, с окуня чешую не снимаю, причем уже давно. Смысла нету, жарю прям так на сковороде. Сейчас у меня там есть пару маленьких щучек, наверное, с них уху сварю. День мне сегодня понравился, не зря я провел, конечно, потерял 1,5 дня на разведку, но результаты есть. Вещи лень собирать, так-то бы хорошо бы, конечно, бы сразу же там быть, но ничего страшного. Сейчас, в общем-то, думаю, завтра остаюсь или выезжаю. Съездить на рыбалку и не сварить уху на костре можно было тогда дома и сидеть. Щучка маленькая, но здесь буквально 3 куска, голова, 2 картошки, лук, соль и лавровый лист. Пейзажи вообще шикарные. Такие кадры поснимал и луну. Ну, что говорить, вы, наверное, уже все видели. Вовсю идет готовка. Я же не только уху, вон собаки голодные. Видите, когда вот так лезет ласкаться, она уже очень сильно проголодалась. Так они обычно отдыхают. Гречку, 2 банки тушенки. Ну, килограмм гречки, 2 банки тушенки. Потом, пока остынет, в общем-то, они меня еще задолбают. Так, ушица у нас томится потихоньку, понемногу. Сейчас, наверное, посидим, может, что-то поболтаем, историю какую-то расскажу. И еще хотел сказать всем большое, огромное спасибо. В предыдущем видео я просил, чтобы зрители перешли на компанию CED Cover, помогли, навели активность. И очень много писали, то, что перешли. Ну, я и сам потом перешел, в ВК тоже там посмотрел. Люди оставляли комментарии, всем за это спасибо. Понятно, что стулья с собой сюда не повез, ну, пожалел то, что не повез. Надо было один стул взять, который вот хит с пожизненной гарантией красный. Я заезжал там по пути в избушку, и там стоит стульчик, уже старенький. Надо было, знал бы, взять и сделать подарок. В том году с мужиками познакомился. В общем-то, приезжал здесь. Была спасательная операция, вездеход поломался у Андрюхи. Я привез запчасти, ну и потом на 2 вездеходах выезжали. В общем-то, всем большое спасибо. А так, компания CED Cover — это большой производитель мебели, стульев. Кому интересно, переходите по ссылкам в описании. Завод и производство очень большие. В общем-то, все будет в описании под видео. Всем большое спасибо. Сейчас, наверное, не историю расскажу, может, вкратце, но хотя это долгая тема, я постараюсь эту тему полностью раскрыть в Telegram. Это по поводу изб спрашивают. Ну, как вы обратили внимание, в моих видео чужие избы вообще не фигурируют. Снимаю я только избу, это там, где банька у Женьки, ну, у Жеки, свою избушку. А так, изб даже рядом с городом, вы даже не знаете, на рыбалку ездите, а избы есть даже рядом с городом. Я и в таких избах бывал, просто их не видно. Люди ревнуют, а все это произошло, когда появилось много техники. Ну вот как сейчас, вот допустим, вездеход. Раньше человек в деревню приезжал, ехал кому-то в гости в избу, и вся деревня знала, кто приехал.
в какую избу он поедет. И если что-то там натворили, то уже знают конкретно, кто был. Водометные лодки, вездеходы, каракаты. И из-за этого стали люди очень ревностно относиться к своим избам. И я вообще в избах не ночую, потому что, ладно, еще в районе, где ты постоянно обитаешь, допустим, тебя там знают, проблем не будет. А в чужих районах это, ну, на самом деле вообще опасно. Кто-то пришел 5 раз подряд, избу загадил, ты приехал, вроде бы культурный человек, ночью приезжают хозяева, ты один, они все в дюпеле пьяные. Ну и представьте, какие разборки могут быть. И ты будешь еще доказывать то, что ты в этой избе ничего не воровал, ничего там не творил. Из-за этого я избегаю вообще чужие избы. Я их не показываю, и в избах я вообще в чужих никогда не ночую, не живу. Вот так вот выглядит мой спальник в вездеходе. Я уже испытал, не первый день. Мне вообще понравилось. Высыпаешься лучше, чем в избушке. Возможно, то, что прям, можно сказать, на природе. Единственный минус, надо вентиляцию делать. Ну, понятно, в спальник без одежды залезаешь, носки снял. И все, балдеешь. Время 1 ночи. Птицы там дерутся на озере. Сейчас собак загоню, одна там, одна на полу, либо на сидушке, и спать. Рыбалка сегодня трудовая получается. Прошел уже 3-е озеро. Волну такую ветром подняло. Ветрище. Жара стала. Надо будет сейчас все, что наловил, сразу же распотрошить прям здесь. Мхом переложить. Потому что рыба стухнет. А потом уже до вездехода дотащить. Окунь есть, но не кидается. Подходит, смотрит, но не берет. Рыбу распотрошил, помыл. И сейчас вот так беру мох. И совсем немного внутрь. Этого мне хватит, чтоб, пока я рыбачу, чтобы рыба не испортилась. Рыба с головы начинает гнить, тухнуть. Убрал все
жабры, помыл все хорошо. И самое главное, от слизи кан мыть, так как эта слизь на жаре тоже очень быстро начинает портиться, и заодно портится рыба. А вот так я принесу все свеженькое. Есть такое, блин, немного напряжения. Я-то понимаю, какая впереди дорога. Я же вам не показываю все участки. Там есть участки по лесу, где пни, корни, ну, там что только нету. В общем-то, переживаю я за дорогу обратно. Сейчас давайте не будем о грустном. Все будет хорошо. Армейский паек армии Гвинеи буду заваривать. Плитка есть, но готовить не хочу. Сейчас вот хочу перекусить. Отдыхаю и выезжаю в дорогу. Сейчас посмотрим, чем нас порадуют гвинейцы. Пакеты, которые будут завариваться химическим способом. 3 вот таких упаковки. Есть здесь энергетик, обязательно в дорогу выпью. Ну и 2 пакета для заваривания. Сейчас я уже профи в этом деле, буду все делать правильно. Все. Реакция пошла. В китайском, кстати, сильнее реакция шла. Там прям дым шел. Здесь что-то как-то слабоватенько. То ли мало воды. Ну что могу сказать. Если во втором пайке будет все то же самое, то в принципе этот паек, ну, можно назвать не настоящий. Потому что в китайском пайке был тот же самый рис. Вот, один в один. Рис, как в китайском пакете. Так я же не тебе, я же я себе. Ну, я не могу с ними. Это что-то с чем-то, да. Да уйдите. Так что вы... Ладно, вас на улицу, короче. Ну вас нафиг. Ну что могу сказать. Во-первых, вкусно. Ну так сытненько, рис. Ну, похоже то, что это что-то не то. Вот в этой пачке были те же самые огурцы, что в китайском сухпайке. Там было 2 риса. Здесь я еще пока не знаю, что будет. Если тоже будет рис, то какой смысл? Я китайский со скидкой покупал за 1400. Это дороже намного. А там еще шоколад, брикеты энергетические. Всем доброе утро. Вчера лег спать и решил, что в ночь ехать это не особо хорошее мероприятие. Поспал и в 7 часов выехал. Подъехал к переправе. Вот здесь я переправлялся. Сейчас в обратку, но уйду в кусты сразу же, так как там очень сильная глубина. Камеру на вездеход и поехал. Места интересные, старинная дорога, вся уже сгнила. Сейчас пойду смотреть, что с вездеходом, что такой-то звук там после заплыва неприятный. Вот дорога слева. Все это вот так вот через болотины шло. Наверное, года какие-нибудь 30-е и 20-е.
Экспедиция, я очень доволен. Наловил рыбы, покормил оводов, комаров. Сейчас у меня еще предстоит дальняя дорога. Очень сильно в таких путешествиях немного отвлекает это именно то, что ты один, и что-то может случиться с техникой при серьезных нагрузках в болотах, в реках, в ручьях. Ну все вроде бы как я прошел, так сказать, достойно. Отдельная благодарность Мишане, создателю вездехода. В общем-то, вездеходом я очень доволен. Хоть он не особо большой, но зато везде едет. Заправил полный бак и выезжаю в сторону дома. Всем пока, всем удачи на копе, всем хорошего настроения. Порвал всю одежду, везде все порвано, но довольны.